Здравствуйте, дорогие друзья! Общий таро-прогноз на 2025 год для представителей знака зодиака Овен. Чего ждать в 2025 году? Что принесет нам предстоящий год и как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем события будущего через карты Таро. Допустим, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И, скорее всего, в 2025 году мы будем организовывать свою жизнь в связи с переменами, которые приходят к нам через внешние обстоятельства и события. Это откроет новые возможности, но поначалу мы можем растеряться, потому что прежние стратегии или наши планы, они либо не работают, и либо их придется как-то корректировать. В конечном итоге это потребует и от нас определенной адаптации, как и внутренней, и самое главное, новых диалоговых форм. Давайте узнаем. У нас сегодня будет две колоды, и мы спросим карту совет на прекрасной колоде «Ангелы сердца». Конечно, эта колода больше говорит о личной жизни, но есть и те карты, которые говорят о том, что нам, может быть, другим сферам жизни тоже предстоит уделить внимание. Поэтому давайте узнаем. Будет интересно знать именно то направление энергии, как видят это карты. Итак, и первую карту, которую мы с вами достанем, будет называться «Что завершится?» или, возможно, от чего вы откажетесь сами. Что нового войдет в вашу жизнь, какие энергии или какие перемены в какой сфере жизни вас ожидают? Важное событие или чем запомнится 2025 год? Неожиданности. Что вас будет радовать, что вам будет помогать? Что может вам помешать осуществить задуманное? Событие, которое изменит вашу жизнь или сфера жизни, в которой может произойти такое событие. И событие, которое заставит измениться вас. Достанем сразу карту совет, как ангелы сердца, знаки судьбы, по мнению оракула. Итак, что же завершится или от чего вы откажетесь сами? Посмотрите. Это та карта, когда мы приводим мысли в порядок. Четверка мечей. Это когда мы где-то обдумываем как раз все то, что я сказала еще до карт, что действительно какая-то стратегия, тактика уже не работает, или когда мы понимаем, мир вокруг изменился, нам приходится вынужденно меняться. Какая-то пауза, конечно, по этой карте тоже может проходить. Или ваше некоторое внутреннее замешательство, вот как я сказала, растеряться мы можем. Или наше осознание, что даже то, что мы прежде не предполагали, все же это как будто происходит. Внутренняя перестройка сама по себе идет по этой карте. У кого-то может проиграться, когда вашей активности будет больше. Но по этой карте, если мы сказали, приводим мысли в порядок, значит энергии совершенно другие. И стало быть, наши действия более продуктивные. Вам не захочется делать что-либо, как впустую. Вам не захочется, может быть, и работать из нуля в рогожечку. Вам не захочется быть удобными для кого-то. Я понимаю, ваш знак не совсем как раз под эту фразу подходит. Но, может быть, прежде вы оказывались словно в ловушке, поторопившись, согласившись на что-то. Или когда вы видели обстоятельства в одном каком-то фарватере или в одном фокусе, а здесь вы понимаете, да нет, мне нужно рассматривать какую-то альтернативу, иначе буквально какой-то мой план, он может либо прогореть, либо он может не сработать. Приведение мыслей в порядок как будто могут предшествовать, по крайней мере, январю. И январь у нас тот месяц, когда мы еще с учетом планеты Уран, которая находится в ретро-движении в знаке зодиака Телец, и этот планетарный транзит нас может еще в январе возвращать в прошлое, заставлять как раз адаптироваться или попробовать новые формы для того, чтобы организовывать жизнь свою по-новому. Но вот эта пауза какая-то, она тоже проходит. И стало быть, больше продуктивной активности будет в 2025 году. Что же нового войдет в вашу жизнь?
Сами по себе перемены, правда. Вот эта карта еще колесо фортуны, помимо того, что сама по себе фортуна, удача, возможности новые. Но, видимо, их нужно рассмотреть. Четверка мечей. Все то, что я сказала, эта карта подтверждает, мы не можем делать что-то впустую. Или действия ради самих действий. Здесь именно продуманность какая-то предстоит вам. И если мы говорим, все же карта скорости, колесо фортуны, мы не можем чего-то отложить на потом. Мы вынуждены действовать в определенный момент, когда к нам сама по себе либо возможность пришла, либо поступило какое-то предложение, либо, мои дорогие овны, это связано с вашим решением, ваш внутренний инсайт. Мы тоже не можем отложить на потом, потому что потом возможности нет, мы потеряли время. Поэтому примите во внимание, что, видимо, может быть, даже начиная с января месяца 2025 года будут те пункты, моменты в вашей жизни, когда придется принимать очень важные решения. И если мы говорим о нашем сознании, наш мозг подсчитано физиологически, что в течение где-то 15 секунд мы уже можем понимать, что мы будем действовать или как мы будем действовать, как мы готовы поступить. А обдумывать мы можем долгое время, не 15 секунд, а 15 месяцев, а то и больше. Поэтому где-то ускорение само по себе, как новые события приходят в вашу жизнь и новые возможности, которые вы не должны упустить. Для кого-то по этой карте проиграется переезд, для кого-то изменения глобальные могут быть в личной жизни. Нам старший аркан не говорит, в какой из сфер жизни это происходит, но для кого-то это и перемена по работе, перемена сферы деятельности, изучение чего-то нового, новые возможности, которые, может быть, приходят к вам, когда вы меняете свой социум, расширяете свой собственный кругозор и вообще горизонты видения собственных возможностей. Вся жизнь перестраивается. И это словно жизнь на пороге перемен, безусловно, между прошлым и будущим. Адаптировать, как я уже говорила, себя придется и организовывать свою жизнь по-новому придется. Давайте мы узнаем важное событие или чем запомнится вам 2025 год. А тем запомнится, что вы будете осторожны. Один из самых медленных рыцарей, рыцарь Пентаклей. Он не делает ничего впустую, об этом уже сказала. Он едет медленно именно потому, что он должен рассмотреть все до мельчайших подробностей в вашей жизни, мои дорогие. Если мы спросили, важное событие или чем запомнится, вы поймете, что, может быть, научитесь слушать как-то по-другому свое шестое чувство, интуицию, подсказки ее. Поймете, что мысль материальна может быть и так. Поймете, что мелочей в нашей жизни нет. Из каких-то мелких пунктов, которым вы, возможно, прежде не придавали значения, складывается нечто большее. В вашу жизнь придет осмотрительность, в вашу жизнь придет осторожность. И это несколько иные энергии. Для кого-то напрямую может прийти новые способы заработка или вторичный доход. Все же у нас пентакли, и это будет связано с другой сферой деятельности. Для кого-то из вас это отстраивание новой стратегии заработка или контакты, опять же, с новыми людьми, когда вы будете что-то делать совершенно по-другому. Я называю еще эту карту марафонского забега, и это очень символично с учетом того, что Плутон у нас уже в знаке зодиака Водолей и на долгий период, на 20 лет. И вот как раз этот марафонский забег лет на 10-20, вы понимаете или вы ощущаете, что эти энергии, это не есть что-то краткосрочное, а это как моя меняется жизнь, мне приходится отстраивать ее совершенно по-новому. Каковы же будут неожиданности, давайте узнаем. Люди будут разные. Вы себя будете останавливать от поспешности, от, может быть, каких-то ненужных конфликтов, от того диалога, который не ведет ни к какому важному решению или не ведет к согласию. Вы будете стараться дистанцироваться от тех людей, которые вас, может быть, вызывают гнев или какие-то неприятные эмоции. Мои дорогие овны, все 4 карты, они заставляют вас беречь себя,
по-новому. И, может быть, для кого-то из вас это будет связано с тем, что вы будете не просто продумывать свои действия, а еще соотносить это с законом или с какими-то законодательными актами. Или вы будете осторожны еще к тем бумагам, которые вы прописываете, или что вы подписываете, где вы ставите свои печати, если это таковые имеются. Обращаясь в какие-то высокие инстанции, вам захочется тоже извлечь, ну, где-то некоторую не просто выгоду, а определенную, как мотив надежности, или эту самую надежность буквально прописать в важном документе. По этой карте вы научитесь, как в неожиданностях, более спокойно реагировать на, может быть, индивидуальные особенности характера людей. По этой карте могут проходить внезапности, и если прежде, допустим, внезапности с позиции того, что вам, предположим, предложили какой-то проект, который на первый взгляд выглядит, ну, так вот очень торжественно, я бы сказала, даже пафосно, обещает какие-то бонусы. Так вот, вам здесь, если прежде бы вы где-то согласились с учетом ваших энергий, а здесь не захочется торопиться. Захочется в первую очередь уйти от конфликта. Хотя, видимо, еще где-то январь месяц может словно обнажить какие-то вопросы, которые тянутся как раз с 2024 года. Давайте я немножко раскрою неожиданности, с чем это может быть связано. У кого-то эти неожиданности могут проходить по части вашей личной жизни. Может быть, это сообщение от родственников, может быть, от родственников вашего партнера. В целом вам придется согласовывать две сферы жизни. Это как вопросы чувств, вопросы, опять же, личного вашего характера или ваших достижений, или это пусть будет связано с любовной историей, и финансы, мои дорогие умные. Неожиданности для вас. Видимо, какие-то разрушающие все то, что я говорила до этого времени, все ваши сомнения, все ваши, может быть, и обиды где-то. Это все должно кануть в лето. Вы понимаете, что есть какой-то вопрос, который вы не можете решить, или то, что не может быть продолжено. Вы как-то по-другому увидите ваши отношения, или для тех, кто один или одна, возможно, вы решитесь как раз выйти из своего одиночества, потому что будете готовы, настроены на то, что и мир изменился, и от меня вот эти новые диалоговые формы сейчас, ну, просто необходимы. Вот эти неожиданности — это перемены внутри вас самих. Какое-то время вы можете словно топтаться на месте. Правда, вы чувствуете еще начало года или можете, я не утверждаю, что это для всех, но кто-то из вас может особенно остро соотносить, что было в прошлом и как я теперь готов действовать. Может быть, вы будете в целом свой социум пересматривать, на людей фильтровать более надежных и исключать, или медленно, где-то даже я могу предположить, пытаться выйти из тех отношений, которые вам не приносят ни вдохновения, ни радости, а наоборот, словно деструктивны, чтобы не было какого-то стопора. Двойка жезлов — это всегда карта прошлого. И нам, опять же, карты показывают, если приходят неожиданности, то либо через ваши действия, которые вы совершили в прошлом, они могут еще посетить на начало января. Либо это могут быть люди, с которыми тоже у вас были контакты в прошлом. Может быть, опять же, это какая-то личная история или ваши родственники, может быть, и далекие родственники. Вот здесь может вот эта неожиданность проиграться. И, наверное, основная задача, все то, что я сказала, по четверке кубков, говорят, что это карта апатии. Но я бы сказала, это карта, когда мы должны изменить направление. Потому что человек, который нам показан на карте, он словно читает книгу, он на своей волне. Так вот, вы эту волну или ваш фарватер, основная задача в начале 2025 года изменить само по себе направление, увидеть вот эти возможности, которые вот по карте колесо фортуны буквально приходят в вашу жизнь. Нет ничего такого, чтобы вам могло помешать. Тут самое главное — самому себе не помешать, по крайней мере, я вижу так. Что вас будет радовать, что вам будет помогать в 2025 году, когда вы сделаете какой-то однозначный выбор. Это, возможно, все то, о чем я говорила по двойке мечей. Выбор
нужно делать душой и сердцем. Не случайно, словно завязаны глаза у образа, который изображен на карте. И двойка мечей — это всегда как будто два выхода или два пути. Мы не можем в две стороны пойти одновременно. Или вот та двойка жезлов, которую мы сейчас дополнительно по карте неожиданности доставали. Что-то не может быть продолжено в вашей жизни. Так вот, когда вы определитесь, это вас будет радовать. Давайте немножко раскроем. Что же вас будет радовать, мои дорогие овны? Что вам будет помогать? Мир, весь мир у ваших ног. Я всегда говорю по этой карте, потому что сам по себе мир, гармония в душе. Вот это внутреннее состояние радости. Или когда у вас все под контролем. Ведь это очень важно. Мы часто куда-то спешим, торопимся, уверены в себе. Уверенность — это прекрасно, но часто проходит наша самонадеянность и какая-то скорость в тех случаях жизни, когда нам, может быть, нужно остановиться. Наоборот, меньше хаоса, больше порядка. И посмотрите, это завершающий старший аркан, вы получите какой-то итог. Вы будете видеть как-то по-другому, что если я сейчас действую по-новому, или я теперь как-то по-другому строю диалоги, по-другому строю свою жизнь, по-другому, словно через фильтр, опять же, пропускаю ваш социум, вы будете совершенно в другом ключе рассматривать, как и отношения, как, может быть, ваше КПД где-то на работе, приложенные усилия и в конечном итоге, что лично вы получили. Потому что это как, ну, ваша личность, она в другом фокусе внимания для вас же самих и одновременно открывает новые перспективы. Итог вы будете видеть, итог вы получите. Что вас будет радовать? Праздник, карта праздника выпадает. Поэтому более приятные, может быть, как и общение. Может быть, будет больше случаев, когда этот самый праздник как раз состоится. Выйти из недопонимания, выйти из тех ситуаций или даже не создать их себе, мои дорогие овны, в 2025 году, помните, сохранить себя — это искусство, впустить или позволить себе радоваться жизни, быть счастливым. Вот такая задача — это как будто от вас потребует совершенно других энергий и в самом начале определенного выбора. Потому что двойка мечей — это, как я уже сказала, два направления, это какая-то путаница. Вот когда эта путаница заканчивается, и мир, и покой, и гармония, эмпатия, новые люди, сам по себе праздник входит в вашу жизнь. Так что же вас будет еще радовать и что вам будет помогать? Ну, видимо, какой-то рационализм буквально вам будет помогать. Кому-то будут помогать правильно оформленные документы, почему нет. Кто-то из вас себя, может быть, ваше состояние, для кого-то даже здоровье может проиграться, может быть, вы оставляли себя на потом, когда все не решались обратиться к доктору, когда предполагали, что я сейчас все смогу решить, а вот потом я буду заниматься теми вопросами, которые, ну, уже, может быть, тянутся с прошлого. Ну, у кого-то тут банально пройти рутинное обследование, а для кого-то это отправиться к стоматологу, правда, и вы в начале года, может быть, уже вплотную займетесь, вы можете менять имидж. По этой карте проходят высокие чиновники, когда вы будете оформлять документы. По этой карте что вас будет радовать? Вы будете больше иметь контактов с людьми, которые находятся на другой социальной лестнице, нежели вы находились прежде. Вам захочется и социум — это тоже другого, мои дорогие, другого праздника, другого уровня, другого качества жизни. И это в целом для вас создает новые перспективы и вселяет уверенность. Есть по этой карте, безусловно, те факты, именно факты, которые мы притворяем уже в жизнь, но делаем это не в какой-то спешке. Или мы это делаем не совсем по наитию, мы это делаем по расчету. Но, видимо, дважды или трижды вам помогает этот самый холодный расчет, мои дорогие овны, для того, чтобы быть счастливым и для того, чтобы был в жизни праздник. Да, здесь не совсем энергия огня, если мы говорим о вашем знаке зодиака. Хорошо, давайте мы с вами узнаем, э, что же может помешать осуществлению задуманного. Вы получите на самом деле этот итог. Деньги есть, деньги будут. Мы можем расслабиться, получив
какую-то сумму. У каждого своя составляющая в жизни, но вообще я должна сказать, по этой карте вам ничто не может помешать. И я где-то об этом обмолвилась. Так вот, по десятке пентаклей, если мы сами себе только не помешаем, если мы не сумеем организовать свою жизнь по-новому, где-то и начало года будет связано с какими-то бонусами для вас или приятными событиями, может быть, по части личной жизни. Для кого-то из вас это изменение в семье, вверху колесо фортуны, когда вы можете попросту успокоиться. Я понимаю, для кого-то может проиграться, а если меня смотрят мои дорогие девочки, может быть, решается какая-то очень важная составляющая вашей личной жизни. И когда вам именно к девочкам обращаюсь, и вы вынуждены, допустим, вот 2025 год провести по уходу за ребенком. Или вы ожидаете, может быть, ребенка. Все же это карта дома, это карта семьи, это карта достатка. И тем не менее, карты говорят еще и о другом. Как будто даже находясь дома, вы можете, к примеру, развивать свое творчество, развивать свое хобби. Одним словом, будет хотеться именно вам, мои дорогие овны, не торопиться. И к этому будут возможности. И деньги, благополучие, все то, что мы говорили. Да? Десятка пентаклей, всячески благоприятная карта. Но почему-то она выпадает именно в позиции, что может помешать. Так вот, когда у нас все хорошо, или когда в целом мы где-то уже довольны, или получили вот тот самый итог и результат, мы хотим расслабиться, значит, какая-то пауза не должна затянуться. Будут поводы и для радости, будут поводы и для счастья, но идти вперед как будто придется. Поэтому себя организовать по-новому. Хотя как раз ваша жизнь, мои дорогие овны, я должна сказать планетарно, для вас 2025 год может быть тоже очень продуктивным, как мы говорим, счастливым годом. Но внутренняя работа над собой, она предполагается. Давайте мы узнаем событие, которое изменит вашу жизнь. Для кого-то напрямую ожидание ребенка или когда вы можете изменить вид деятельности. Все же паш– это всегда начало чего-то нового. Для кого-то из вас, мои дорогие овны, это изменение может быть в жизни ваших детей. Для кого-то это взрослые дети, меняется у них что-либо в жизни, и меняется и у вас тоже. К вам могут приходить перемены именно через перемены в обстоятельствах ваших близких или через обстоятельства, которые вы себе по части работы можете рассматривать. И все то, что я сказала, к примеру, для девочек. Или, мои дорогие, пусть это будут не совсем, но все же меня смотрит разный возраст. Даже меня часто пишут: я на пенсии, почему вы ничего не рассказываете для пенсионеров? Так что такое пенсия? Вот это куча времени свободного, которое нужно для себя самой или самого организовать совершенно в новом ключе. Я все же вижу для всех, у каждого из вас, мои дорогие овны, возможности заработать деньги, либо как-то организовать через финансы свою жизнь по-новому. Рассмотреть, может быть, новые перспективы или, по крайней мере, подумать о вторичном доходе, потому что пентакли настойчиво нас разворачивают в какую-то новую перспективу. И это то событие, которое вас меняет вашу жизнь. Здесь буквально какая-то новость может тоже вас изменить самих. Может быть, по этой карте это не есть что-то такое очень значимое. Или те события, которые приходят в нашу жизнь, буквально врываются стихийно. Нет, здесь есть некоторая размеренность, продуманность. И, видимо, может быть, как ваш инсайт, вверху у нас карта рыцарь Пентаклей, ваше важное решение меняет вашу жизнь. По сути дела, это тот выбор или та какая-то пауза, или пересмотр ваших действий, вашей тактики, стратегии, которые и приводят к каким-то значимым переменам. Как событие, которое заставит измениться именно вас, изменит вашу жизнь. Опять же, Пентакли. Все же тема денег, она для вас не на последнем месте. И это всегда по тузу Пентакли, конечно, карта удачи, новых возможностей, новых предложений. Но есть еще и
Такой смысл, как зернышко маленькое, которое мы садим в землю, и в последующем из этого зерна пентакль, все же из одного пентакля мы можем вырастить денежное дерево, решить финансовые вопросы. Это меняет ваше как качество жизни, так и для вас напрямую, как ощущение полного благополучия. Все же денежная составляющая, мои дорогие овны, она присутствует в 2025 году отнюдь не на последнем месте. Давайте мы откроем карту «Совет» и посмотрим, что карта «Оракула» нам хочет сказать. Чему придется, может быть, уделять внимание, возможности. Вы знаете, у кого-то могут буквально произойти важные изменения и в личной жизни. Где-то я об этом обмолвилась. Сама по себе десятка пентаклей у нас выпадала еще и в позиции, что может помешать осуществлению задуманного. И эта карта – это карта обручения, карта общения. Карта говорит о том, что ваша личная жизнь выходит на новый уровень обязательств. И все то, что, пожалуй, я сказала по предыдущим 8 картам, это подтверждает. Может быть, это не только в личной жизни новый уровень обязательств. Это может приходить к пересмотру или приводить некоторые события в вашей жизни, могут приводить вас к пересмотру финансовой составляющей. И это изменение статуса у кого-то в личной жизни, у кого-то построение карьеры, достижение ваших честолюбивых планов. Но опять же, мои дорогие овны, всячески благоприятная как карта и в совет, так и в целом, как оракул, говорит о том, что очень продуктивный 2025 год. Но мы не можем успокоиться. В этом, видимо, главный риск. Какие-то перемены, завершение какой-то длительной паузы или ожидания потребуют как и внутренней работы над собой, так и в дальнейшем вы получаете эти бонусы. Но на этом нельзя остановиться, а как будто что-то должно быть продолжено или переведено в новый, качественно иной уровень жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.